Всем привет, друзья! Вы на канале Home Food. Сегодня очень простой и хороший рецепт. Творожные пончики в духовке. Без масла и без дрожжей. Нам они понравились. Рекомендуем испечь и вам. Подпишитесь, если вы еще не со мной. И давайте же скорее начинать готовить. В миску отправляем 2 средних яйца. 5 столовых ложек сахарного песка. Подсаливаем. Понадобится треть чайной ложки соли. И еще по желанию всыпаем пакетик, а точнее 8 грамм ванильного сахара. Вилкой перемешиваем до объединения продуктов. Следом добавляем 60 грамм сметаны. Это 4 столовые ложки. И 500 грамм мягкого творога. Размешиваем все лопаткой или венчиком до однородности. Желательно использовать продукты комнатной температуры. После чего добавляем 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешали еще раз продукты, теперь всыпаем 2 чайные ложки разрыхлителя и даем постоять примерно минуту. Посмотрите, как славно разрыхлитель с творогом вступили в реакцию. Поднялась пышная шапочка. Остается всыпать муку в 3 подхода. Ее понадобится примерно 450-480 грамм. Все будет зависеть от влажности творога и самой муки. Замешиваем мягкое творожное тесто. Долго не вымешиваем, лишней мукой не забиваем, чтобы оно не получилось затяжным. В итоге тесто получается немного неоднородным и чуточку липнет к рукам. Оставляем его постоять минут на 10, а после формуем пончики. Немного присыпаем мукой, делим тесто на порционные кусочки. У меня получилось 18 штук по 70 грамм. Теперь подкатываем каждый кусочек в шарик. Накрываем пленкой, чтобы не заветрилось. И даем отдохнуть еще буквально 5 минут. Делаются пончики очень просто и быстро. Немного приплющиваем каждый кусочек и вырезаем серединку. Я это делаю с помощью металлической насадки. Легко и красиво получается. Насадку каждый раз макаем в муку. Аппетитные и пухлые получаются заготовки. Смазываем каждый пончик молоком и отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут до красивого румянца. Невозможно устоять, уж очень ароматные и лакомые они получаются. Ставьте скорее чай и зовите всех своих за стол. При желании можно еще присыпать выпечку сахарной пудрой. Наслаждайтесь, приятного всем чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!